Здравствуйте! В этом видео мы решим такое необычное уравнение тригонометрическое из сборника Сканави. Попробуйте решить самостоятельно, потом написать, что, может быть, вышел какой-то другой путь решения, или так вы не смогли решать. Оставьте какие-то комментарии. И оно не встречалось в сборниках Ященко, ну, по крайней мере, вот, ближайших лет, а вот в Сканаве нашлось. Очень интересно, что если, например, нам раскрывать синус суммы и косинус разности, то будут очень такие громоздкие выражения, которые друг с другом никак не группируются. Тут еще у нас 0,5 же есть. Но это будет тот же самый путь после того, как мы введем замену и упростим вот этот первый аргумент. То есть мы заменим 15 плюс х на новую переменную. 15 и 45 – это градусы, как вы понимаете. И тогда у нас получится уравнение синус t. И вот у нас получается уже вот синус суммы превращается просто в синус t. А здесь будет косинус 15 плюс х – это t, а у нас здесь 45. Значит, у нас будет t плюс 30 и плюс 0,5 равно нулю. А вот здесь уже мы раскроем по формуле косинус суммы двух углов. Значит, синус t у нас переписывается, а здесь будет косинус одного угла умножить на косинус другого угла минус синус первого угла на синус второго угла. Табличные значения градуса начала писать, но ничего. В общем-то, так и надо, потому что ответ в градусах. Одно второе перенесли с минусом. Дальше заменяем на числовые значения косинус 30 и синус 30. То есть мы получаем косинус 30 градусов. Это корень из 3 делить на 2 косинус t, а синус 30 это 1/2. И получается синус t минус 1/2. Синусы подобные. Единица минус 1/2. 1/2 синус t плюс корень из 3 на 2 косинус t равно минус 1/2. Если бы у нас с вами справа был 0, это было бы одного типа уравнения, но здесь у нас число. Здесь нужно использовать вспомогательный угол. То есть сейчас опять будем сворачивать вот по этой формуле, но нам нужно 1/2 и корень из 3 на 2 заменить на тригонометрические функции градусов. Получается, допустим, если мы возьмем 1/2 корень из 3 на 2, можно взять угол 60 градусов. Тогда 1/2 это синус 60 градусов, то есть вот во что у нас переходит 1/2. Синус t остается, а корень из 3 на 2, так, неправильно я говорю, какая-то 1/2, нет, 1/2 это косинус 60 градусов, косинус 60 градусов, а корень из 3 на 2 это синус 60 градусов на косинус t равно минус 1/2. Вот во что превратился у нас числовое значение, заменили тригонометрическим. Так, теперь сворачиваем опять по формуле. Косинус на синус и синус на косинус – это синус суммы. То есть мы получаем синус 60 плюс t равно минус 1/2. И это уже для нас считается как простейшее уравнение. Мы можем здесь заменить t, а можем в конце. Ладно, заменим в конце. Итак, если у нас синус какого-то угла равен минус 1/2, значит этот угол, он у нас 60 плюс t, будет равен минус π делить на 6 плюс 2πn. Но так как мы здесь работаем в градусах, как вариант я могу вам показать, что можно ответ записать в градусах. В общем-то, так и сделано в сборнике Сканави. Значит, 60 градусов минус π на 6 – это минус 30 градусов, то есть 60 плюс t мы получаем минус 30 градусов плюс 2πn. 2π мы тоже заменим на градусы. Так было в ответах, так и сделаем. Плюс 360n. И t будет равно минус 30 минус 60 минус 90 плюс 360n. И t заменяем на x плюс 15.
Здесь пока переписываем и переносим 15 градусов. Получаем минус 105 градусов плюс 360 градусов умноженное на n. В вот таком виде дан ответ. Это первый корень. То же самое мы продолжаем дальше. Если синус 60 плюс t равен минус 1 второй, второй у нас корень получается минус 5π на 6 плюс 2πn. Перепишем в градусах, будет 60 плюс t равно минус 150 плюс 360n. Дальше переносим 60, получаем, что t будет равно минус 150 минус 60 минус 210 плюс 360 на n. И x плюс 15 заменяем и получаем, что x равен минус 225 плюс 360n, то есть плюс период. Давайте посмотрим, что такое минус 225 градусов. Это минус 180 и еще минус 45. Если идти по маленькому кругу, то есть минус 225 у нас получается вот здесь, это если мы идем вот сюда, вот, да, вот так вот, в отрицательном направлении. Но мы чаще всего записываем ответ, так будет красиво. Когда угол маленький, мы можем сказать, что вот этот угол 135. Значит, и это будет также равно 135 плюс 360n. Вот таким образом мы решили, записали ответы. Дальше я рассмотрю похожие уравнения, чтобы была какая-то отработка. Напишите что-то об этом уравнении в комментариях. Спасибо за внимание, всего доброго.